Здрасте. А? А сколько стоит? Пока. Да просто с этим керхером, если. Без шампуня, просто водой. Ну, с шампунем сколько стоит? Че? Ветеране. Ну, сколько стоит-то? С ветеране, без ветеране? Неважно. С ветеране 200, с ветеранием 250. А куда поставить машину? По прямой между деревьев. Ну, давайте, хорошо. Так. По прямой между деревьев. Такое место. Туда, да? Ага. Че, с ветеране? Ну, давайте с ветеранием. Правильно, с ветеранием работаем. Все такие дома. Вот, посмотрите, как здесь интересно располагаются почтовые ящики. Видимо, вот там вот почему-то они не висят. Повесили их вот так вот криво-косо. Смотрите, здесь вместо замка заклеено скотчем. Ну, чтобы просто она не открывалась. Вот такой вот дом. Двухэтажные дома. Такие здесь все по району. 4 квартиры наверху, 4 квартиры снизу и вот там чердак. Мы находимся на так называемой улице Мойщиков в Воронеже. Хотя вот эта машина немного не мытая. Это Hyundai Тибурон. Hyundai Tiburon. Но мы сюда приехали не просто так в этот район, многие уже узнали. Мы сюда приехали к девушке по имени Настя, которая живет вот тут вот в одном из этих домов. Она живет с ребенком в ужасных условиях. Мало того, что дом у нее разваливается на части, так, помимо всего прочего, у нее недавно сгорела кухня. Тут, говорит, огонь вот в это в окно, он туда аж выбивал, и дым, вот весь коридор был в дыму. И когда мы только сюда ехали, когда мы только узнали про эту историю, мы думали, что можно как-то сделать ей ремонт на кухне, вот в этой ситуации как-то ей подсобить. Когда мы приехали, мы поняли, что это как мертвому припарка. Вы сами понимаете, какой там дом, и ремонт там, это совершенно бессмысленно. Поэтому, подумав, посмотрев, оценив всю ситуацию, мы поняли однозначно, что там маленький ребенок, и его нужно вывозить оттуда. И мы сняли Насте квартиру. Она об этом ничего не знает. Мы не скажем ей, что мы везем ее в квартиру, мы скажем ей, что везем ее навстречу с каким-то человеком. Это просто предлог, чтобы вот сделать все неожиданно. Не могли бы мы это сделать без помощи вас, наших зрителей, наших спонсоров нашего канала. Спасибо вам за это огромное. И то, что мы задумали, казалось бы просто, но на самом деле это новый этап будет в жизни Насти. Мы хотим перевести ее в светлую, чистую, съемную квартиру в хорошем районе, где есть хорошие детские площадки, где можно жить. Нам интересно, конечно, увидеть, как она отреагирует на то, что сегодня ее жизнь кардинально поменяется. Все, может, присаживаться. Все? Просто хотели вам пароли выкинуть, а вы закрыли машину. Сколько там? 250? 250. Тут тоже, не знаю, была когда-то мойка или еще есть. Мойка, пылесос, экспресс 150. А мы с ветеранием за 250 помыли машину. Нас обманули. Это тот самый двор, тот самый дом и тот самый подъезд. И уже вот мы еще не зашли, а уже запах. Вообще из-за всего здесь и из-за сгоревшей вот тут вот. Фу, вот тут вот кухня. Все вот эти стены, вот это все. Вот это вот, кстати, вот брызги от тушения пожара, а стены и потолок, видите, это копоть. Мы предлагаем вам, чтобы мы вам эту машину отреставрировали. До идеала ее довели. Сколько будет стоить? А то я... Нет, Бесплатно. Бесплатно. Ну, привет. Не подглядывай. А что там? Ну, иди смотри, что.
Ничего себе. Вы ее вообще что ли забрали? Ну, еще не вообще, я тебе говорю, я же тебе сказал, что у нас осталось снять вот кузов сам. Ага. Так как он прикручен еще в каких-то дополнительных местах, которые, я так понял, заводами предусмотрены, мы их находим, и вот, а все закисшее, все ржавое, приходится это отрезать, отбивать, ну, в общем, это долгая история. Я просто не думал, что вы ее настолько разберете прям целиком. Ну, целиком, конечно. Ну, а как по-другому? Я не в курсе. Я в машинах не очень. Вон, ребята, у нас главный герой данного проекта. Рома. Федор. Очень приятно. Трудно было, капец, как трудно было снимать руль вчера. Это вообще просто жесть. А что, ну вы сняли его? Ну да, сняли. В общем, мы его разрезали. Это, да, я себе на память составил центральную часть, а это вот часть от него. В общем, мы всякими разными там съемниками пытались, и грели его, и чего только мы не делали. То есть он закручен был настолько сильно, что ничто его не могло снять. И пришлось его разрезать. Но это ничего страшного, рули, в общем, есть, и это не проблема. Вообще, на самом деле, приятно удивлен я был, что на эту машину очень много запчастей. И они все прям вот по адекватным ценам. Это вот Федя как раз, тот самый Федя, который, я тебе говорил, Федя наш спаситель. И он 7 таких машин уже сделал, у него самого 2 таких. И у него, соответственно, есть все контакты, координаты людей, которые занимаются запчастями на эти машины, у которых такие же машины. Допустим, вот рулевая колонка, у нас была вчера мысль, либо отрезать рулевую колонку от редуктора и вытащить вместе с рулем, либо все-таки руль распилить. Но мы зашли, посмотрели, рулей много, а колонок практически нет. Было 2 всего. Одна была где-то в Пензе за там 2000 рублей, какая-то старая, и была в Москве с хранения за 15. Ну вот, тысяч. Ну типа новое с хранения. Федя, он сейчас сказал, что за 1000 с хранения нашел. Вот, то есть связи, контакты решает. Что вот это такое? Когда начали, попытались они снять кузов, он весь начал ходить ходуном. То есть вот эти вот борта, они вот прям жидкие, вот так вот гуляли. Поэтому завязали вот такой временной конструкцией. Это чтобы скрепить весь этот... Да, чтобы как монолит был. Теперь, когда вот уже закладные там все эти болты убирают, все это целиком снимается. Потом этапы какие будут? Какие у тебя планы на эту машину дальше? Ну, этапы такие, как я изначально и озвучил, то, что мы сейчас, ребята снимают кузов, потом его очищают в песочке, варят, то есть заваривают все дырки, меняют там, где что нужно, какие-то элементы. Потом, после того, как они сварят, они отдают его мне, и я его уже, соответственно, крашу. Потом я это крашеное все привожу сюда, и здесь уже это все собираем. Пока я это крашу, Федь там парами как-то посмотрит, в порядок что-то приведет. Ну, мы ее помоем, все, почистим, и где нужно что-то поменяем. Ну, то есть будет, тачка прямо, знаешь, как на картинках будет. Прикольно. Что-то прям я даже не ожидал. Я вообще вот в машинах не разбираюсь. Мне вообще сложно представить, как вот это вот все вот это вот можно восстановить. Делаешь новый кусок из железа и впариваешь туда, вот и все. А потом шпаклюешь, что-то все делаешь и красишь, да? Ну да. Федь, сегодня кузов снимем, песочек ты когда его планируешь? Мы его сегодня снимем. Ну, я думаю, что завтра, на самом деле, уже начнем. Завтра уже песочить. Да. Привет. Проходите. Привет. Мультики смотрят. Привет. Здоровайся, сынок. Давай 5. Стесняешься. Ну, дай ручку. Дай ручку. Петюля прям бей. О, молодец. У нас все хорошо, как видите, у нас Ну, здорово. продукты. Больше всего мне нравится, что когда мы с тобой всегда общаемся, и в первый раз, и сейчас, ты все время улыбаешься. А что плакать? Да. Кто плачет? А это приезжала ко мне в гости девушка с ребенком. Она мне вот цветочки подарила, конфетки там и игрушку, этот пояс железный. Это после видео. Да. А так вот пишут. Ну, я, конечно, так зашла, почитала, только что, ой, мама мне. Знаете, как говорится, сколько людей, столько мнений, вот. Мне это вообще просто смешно читать, вот и все. Ну хорошо, что у тебя такая реакция адекватная. Это здорово, на самом деле. Ой, наша кухонка. Сейчас тут, видите, без света. Как тут плохо пахнет вообще. Да?
Я уже вот... Привыкла уже, да? Я принюхалась, наверное. Ну, тут мы так готовим. Тараканов опять много так вообще. А в темноте, знаете, сколько? Я вижу вообще все там тараканы. Кошмар. Я замучилась в комнате тоже, вот они бегают там. Особенно спать ложишься, они ночью все выбегают. Это просто кошмар. Я уже их замучилась травить уже тоже. Знаете, сколько это стоит все купить? Да там мышей, там вот это все. Недавно мышь сдохла, вонища такая вообще. На этой кухне, в которой у тебя был пожар, ты продолжаешь готовить и пользоваться? Так или Да, иначе? мы здесь готовим. Здесь вот и раковина у нас. Все было черное в копоти. Здесь был пластиковый потолок, он плавился. Тут вот, знаете, как такая, как это, вонючий дым Я от вижу, него. даже смотри, вот тут лампочка вот эта где она. А ее вот на стену перевесили. Это грамотный электрик пришел, да, и повесил ее на стену. Вообще не сделали ни выключатели, ничего. Я 2 раза уже звонила, а они отписываются им, что они якобы починили. Представляешь? И я 2 раза уже заявку делала, и никто не пришел. Вот уже прошло 2 месяца. Никто не пришел починить. Почему мы хотим зайти еще вот в соседний подъезд, чтобы зайти, показать вам вообще дом весь, в каком он ужасном состоянии для тех, кто еще это не видел, а для тех, кто видел, ну, просто сейчас еще раз окунуться во все эти эмоции. Ой. Смотрите, вот тут все такое. Сынок, да, за ручку. Умный мальчик. Значит, там внизу подвал. Это первый Там этаж подвал. и второй. И, между прочим, подвал идет, он под всем домом. Там очень сыро, там крысы, мыши, там вот в квартиры лезут. Ну, может быть, кстати, поэтому дом отсырел, уже он в непригодности, потому что уже лет 20, наверное, там течет все прям вообще. Так, туда я больше не пойду. Ну, видите, да, там Я там уже был. крыша просвечивается. Да. А вот мы идем, я, кстати, вот боюсь провалиться, если честно, я тут вообще не хожу. Там еще кусок отвалился, видите, недавно. Мы прям были здесь неделю назад буквально. Вот, смотрите, здесь подпорки стоят. Вот там вот отвалился еще один кусок. Здесь все гнилое. Я думаю, что у вас сложилось уже примерно понимание, какой это дом, в каких условиях здесь живет не только Настя, а еще и другие люди, в каких условиях здесь живет ребенок, которому еще нет 3 лет, в каких условиях они существуют, готовят, пользуются какими-то благами, самыми необходимыми вещами для жизни. Ну, это ужасно. Просто кошмар. На самом деле, давай мы сейчас тебя, если ты не против, познакомим с этим человеком. Это не мужчина, не переживай. Мы не сваты. Да, мы не сваты, мы этим заниматься не будем, но давай познакомим тебя. Ну, давайте, если это кто-то хороший. Поехали с нами. Бери Давида. Пойдем, Ехать сынок. прям 10 минут. Что, дурочка, смотри. Это мышки лазят по шкафам, Серьезно? грызут мои вещи. Да. Настя пошла закрывать свою квартиру. Мы сказали ей, что мы сейчас познакомим ее с кое-каким человеком. А на самом деле мы едем в уже снятую квартиру, которую мы сегодня утром сняли. Хорошую, чистую, сейчас все увидите. Настя вообще ничего не подозревает. Вообще, даже у нее, вот я вижу, что у нее и мыслей нет никаких, что что-то такое будет. Потому что мы изначально искали, что нам нужно немножко чуть подснять то, что мы не досняли до этого. Пойдем, давай ручку. Так, садись. Ты сама садись, там давите на коленки, наверное, так лучше. Пристегивайся, то что сама. Все равно интересно такие какие-то эти. Я посмотрела про дедушку новые. Вот так вот стопудово подумать, что вы мошенники, хотите отобрать машину. То есть ему надо что-то взамен, что-то ценное отдать, наверное. Мы на самом деле очень, ну, не просто это все было. И у нас была цель не только забрать машину, а чтобы все-таки дедушка не переживал при этом событии. Кстати говоря, что сейчас происходит с машиной, вот сейчас как раз зрители могут и увидеть. Я не
честно сказать, когда вот вижу машину в таком состоянии, я немножко опасаюсь. Я не знаю, а что будет дальше? Ну, то есть, когда все сломано, все разобрано, кажется, что уже не соберешь. Поэтому тем интереснее будет потом посмотреть, как получится. Правда, что ты таких машин восстановил уже несколько штук? Вот именно Да, «Газель». уже 7 штук как бы люди заказывали. У меня есть 2 своих. Ага. Было 3, одну сломали. Ну, где я ездил в дальние путешествия, она там и осталась. Какие основные трудности именно в этой машине? Снять руль. Это серьезно. Это было самое сложное, пока, по крайней мере. А почему не снимался? Хорошо закрутили. Я так понимаю, еще на заводе его никогда не снимали. Как ты оцениваешь вообще состояние этой машины? Честно? Да. Плохо. Плохо, да? Ей очень плохо. В целом, ей достаточно плохо. Она прошла очень долгий срок жизни. Прям пахала, поднимала целину. Можно сказать, строила великое светлое будущее кому-то. Он к ней цеплял сзади плуг, что ли? Трактор. Ага, использовал, ну, фактически как трактор. Я на самом деле взялся ее делать только потому, что это кому-то реально нужно. Это не стендовый какой-то там музейный экспонат, который там будет стоять где-то, или там какой-то хот-род, потому что если бы это был какой-то прям серьезный коммерческий проект, то я бы машину в таком состоянии вообще не взял работу. Но с ней будет все хорошо. С ней будет все хорошо. Это обнадеживает. Да, это точно совершенно. Спасибо тебе большое, что ты Да. участвуешь в этом деле. Круто. Спасибо. Я думаю, что если бы дедушка, владелец этой машины, бы увидел ее сейчас, то у него, наверное, сердечко немножко ёкнуло, мне кажется. Потому что она в максимально разобранном состоянии, осталось только приподнять этот кузов, снять с рамы, и все. То, что она так разобрана, говорит о том, что она будет делаться основательно. И это и пугает немного, и, конечно, это радует, потому что мы хотели, чтобы машина была прям сделана отлично. Поэтому мы ждем результата, мы еще будем заезжать сюда, еще будем подсматривать некоторые моменты и этапы работы. Серегу присылать. Во, мы пришлем Серегу. Серега приедет. Вот. И, собственно говоря, все. А эта история, она, конечно, будет иметь свой финал, когда мы эту машину доделаем. Да. Ди, он любит машины, страсть как вообще. Это его, я не знаю, с ума сходит машины. Настоящий мужчина. А слушай, ну вот если серьезно, да, было же, вот и в комментариях тоже писали люди, почему ты не найдешь работу, в том плане, что тебе вообще, что ли, не с кем оставить Давид? Ну, вообще не с кем, конечно. Подруги. У моей подруги 2 детей тоже, как бы. Ну, то есть иногда, там, если только разово, в редких случаях можно как-то... Ну, в очень редких случаях, например, я лежала в больнице, и у меня он с бабушкой был, но бабушке моей уже, она уже в возрасте, она уже психологически ей тяжело. Я лежала в больнице неделю на операцию, у меня была операция, и она вот с ним вынуждена была по причине. А так, чтобы каждодневно или там вот оставлять, нет такого. Ты не можешь бабушке оставить, да? Ну нет, она уже в возрасте, ей уже тяжело просто, даже морально тяжело. Вы не поверите, но у меня подруга живет в этом районе. Вот в этом белом розовом доме она живет. Да, говорят, здесь квартиры очень дорогие. Ты сказала, что тут живет твоя подруга. Да, в этом доме. На самом деле нам туда. Ну просто ты ехал туда. Ладно. Так что мы едем не к твоей подруге. Пока-пока, Маш. Увидимся. Выходи. Сейчас тебя знакомлю. У тебя хоть какие-то идеи есть? В этом доме нет. Я думала, мы куда-то в такой в административный ресурс, а в Мы доме... тебя обманули. Мы тебя не снимем. Жулики. Мы сняли тебе квартиру. В смысле? Открываю сама эту дверь. Вместе с ребенком в новом жилищном условии. Сколько здесь замков. Так. Мы решили, что вам нужно жить как люди, в хороших условиях. Да, ну это надо деньги платить, только Мы уже бы. сняли, мы уже платили, мы на себя
Все это берем. О, Ты можешь тут жить. класс. Здорово. Класс. Зеркальце. Трын-трын-трын. Новенькое все, балкончик есть. Класс. Я не верю просто вообще, что еще живу в этом дворе рядом с подругой. Это вообще... Вы у меня теперь как родная семья, вы знаете? Ой, блин, вообще супер. Ну что ж, не сравнить с нашим... Не буду выражаться. Сынок. Здесь еще кладовка, смотри. Ну, вещи там. Кладовочка. Удобно. Вообще класс. Ребят, вообще, я, естественно, что я шокирована, могу сказать. Сынок, ты будешь здесь жить, Давид? Да? А тебе нравится тут жить, сынок? Спасибо вам большое. Ну, я очень переживаю по поводу затрат на это все. Мы же говорим, мы затраты берем на себя. Я в шоке, честно. Все будет хорошо. Я надеюсь, что... Блин, не знаю, что сказать даже. Давид, ты что там закрылся? Не шкодничай. Настя. Спасибо, ребята. Вы мне дали надежду на то, что что-то изменится в моей жизни. Но в первую очередь... Встречу хороших еще людей, познакомлюсь. В первую очередь мы делаем это ради вот этого мальчика. Ну да. Маленького человечка, который Здесь очень хочется, чтобы он жил и свою жизнь начинал в хороших условиях, в чистоте, в хорошем запахе, в хорошем дворе, да, в хорошем контингенте вокруг. И вот только за это спасибо, потому что вот ребенок здесь просто счастлив, вот я уверена. Здесь такие площадки. Ну ладно, а мы поехали дальше. Поэтому, ребят, спасибо. Мы приехали в уже, можно сказать, бывший дом, где раньше жила Настя со своим ребенком. Сегодня, буквально сегодня, она переезжает в новое, съемное, хорошее, чистое жилье, собирает уже вещи, мы сейчас поможем с переездом. Хочется выразить огромную благодарность спонсорам на нашем канале, потому что, по сути, это ваше участие, и именно благодаря вам сегодняшнюю ночь Настя и ее ребенок будут уже жить в новом месте. Будем рассказывать еще, как сложилась жизнь у Насти, как ее там домик новый обустроился. Поэтому не пропускайте по понедельникам видео на нашем канале. Всем спасибо, всем пока. На тебе села пчела. Ты пчела, я пчела.